Приветствую вас, мои дорогие любители Азии. Ну а сегодня мы будем брюзжать и промывать косточки не чему-то, а именно японским драмам и их шаблонности, и их в некотором роде сливе. Поэтому давайте уделим пару минут о том, чтобы отдать дань родоначальникам такого жанра, как лайф-экшн, драма, наивная драма, фэнтезиовая драма и многое-многое другое. Ну, в общем-то, да. Отдали дань и, в общем, готовьтесь, подготовьте свой чаек, кофеек, закусочку, чем вы там хотите подкусить свою, скажем так, злобу. И давайте приступим промывать косточки Японии. Готовы? Тогда поехали. Ну что ж, надо, наверное, все-таки действительно в первую очередь сказать, в чем же были хороши сами японцы в свое время и в чем они до сих пор хороши, слава богу, ну или, наверное, хороши, потому что после недели проверки того, что происходит, в большинстве случаев я сосредоточилась на лакорнах. Правильно теперь ведь так называются лайф-экшены, да? Поправьте меня, если я не права. Но в основном их ключ был в том, что они делали неплохие лайф-экшены по манге, по аниме, по, возможно, какой-то версии игрушки. Ну и, соответственно, 3D-анимация, да? Но мы говорим именно о драмах. Следовательно, лайф-экшены. И это было достаточно интересно. У них свой замечательный какой-то непредсказуемый юмор, который мало кто может понять. И, в общем-то, что-то юмористическое все еще, заметьте, все еще хорошо идет. Как, впрочем, и некоторые варианты мозговзрывов. Ну и самое клевое — это ужастики. Они заставят вас визжать, как поросенка на заклании, даже от того, что дверь открывается, потому что они умеют нагнетать до стольких невероятных левелов вашей нервной системы, что вы просто не выдерживаете даже открывающейся двери, которая, ну, вообще-то была открыта живым человеком, другом или еще кем-то, но ты визжишь вместе с главным героем, лезешь на стену и потом еще долго и упорно не можешь уснуть ночью. Они очень отошли от некоторых вещей, к которым мы так дико привыкли, просматривая замечательные драмы. Нифига, народ, больше нету вот этого невероятного наивника и кавайности, который так яростно перенял Китай и преобразил Корею. Окей, я ошибаюсь, конечно, потому что есть все равно какие-то драмы, но они уже не дотягивают. Но остается вот эта определенная, скажем так, их стезя, это вот какой-то невероятно непонятный юмор, это ужастики и недопсиходетективы, скажем так, потому что не каждый из них нормально получается, но они все еще могут ударить по жопе Китаю, немножко пощекотать нервы Кореи. Поэтому спасибо, дорогая Япония, за то, что ты заставила работать всех остальных и становиться лучше, чем ты. А теперь поговорим о том, что у них ни хрена уже не получается, где они сливаются как в унитаз. Сливаются, это мягко сказано, сливаются очень сильно, жестко и невероятно. И многие уже давно заметили, что самое главное и самое страшное в японском драма-мире — это игра актера. Нет, уже не прокатит вот эта наивная, анимешная какая-то, манговская какая-то наивность главной героини, которая, ну, видно, что наиграна до безумия, либо недоигранные мальчики, которые, ну, вот, понимаете, нету вот тех самых эмоций, которые были у старых актеров, которые иногда появлялись, заметьте, на заднем плане, дают очень такого нехилого пинка молодняку. И это выглядит, на самом деле, как бы, знаете, детский сад, штаны на лямках, пришел, значит, замечательный воспитатель, надавал, можно сказать, подзатыльником своим, понимаете ли, кахаем, и пошел дальше. Они вроде бы начинают быть чем-то лучше, где-то лучше, но все равно остаются на своем месте. То есть только когда в самой драме присутствует старый актер, который достаточно неплохо себя зарекомендовал, они начинают стараться. Когда их нету, это просто слив. Не до эмоций, не до чувства, не до слова. Я понимаю, что, возможно, это такая атмосфера, типа японский менталитет, да нифига подобного. Ребята мои, я давно за этим наблюдаю, смотрю, как они развиваются еще с 2000 года, а то и еще раньше. И вот реально, драмы и многие вещи, они просто начали сливать, потому что актеры не справляются.
они иногда просто не могут передать все необходимые эмоции. А те, кто могут, ну они, простите, во всех драмах участвовать просто физически. Да, иногда появляются замечательные кадры, иногда появляется, возможно, надежда, которая умирает последней, но они появляются буквально на несколько проектов и потом исчезают. И ты не понимаешь, почему, потому что вроде бы и на внешность ничего, и играет хорошо, и вроде бы не такая уж спичка, как погибатель, который в форточку-то улетит, а он буквально отработал в паре проектов и исчезает. То же самое касается девушек. Отработали буквально пару проектов, и они пропадают. Не, ну, конечно, тут можно предположить, что их женили, захомутали, и как бы все, счастливая жизнь, да. Мир гей-ноуджин очень-очень интересен, но в большинстве случаев пропадают по каким-то другим причинам, например, потому что засранец. Иногда даже лакорно сливают, причем по-страшному, например, да, атака гигантов. Парень-то нормально играет, и там такой состав нормальный, но слили, конечно, зачетно. Мы продвигаемся дальше, и следующая вариация того, что нас уже задолбало, это типа худенькие мальчики. Но тут я могу с вами немножко, конечно, не согласиться. Если сравнить структуру строения, а по структуре строения тела тоже можно различать замечательных азиатов, если вы не знали, то даже худощавый, просто невероятно дистрофичный японец покажет данные достаточно широких плечей и узких бедер. Кто не сделает такой же дистрофичный китаец? Там вот будет практически вот просто вот бревно. У них девушки то фигурнее, чем мужчины. Почему-то, я вам сейчас расскажу великую тайну, в Китае у мужчин тазобедренная кость весьма широкая, иногда сравнима даже с плечевым корпусом. В Японии такого на самом деле не надо. И вот эта вот их типа слащавая худощавость тоже местами уже ненавидим, и на самом деле не такая худощавая. Просто выбираемые люди, актеры на определенные роли были когда-то моделями, а следовательно они худые. Ну, сами понимаете, почему они худые. На них должно надеться все, на них должно все это болтаться. Это все болтающееся должно прекрасно сидеть. И не дай боже, ты порвешь в процессе одевания эту вещь. Потому что, как вы понимаете, в драмах рекламируется определенная брендика. И он, как модель, должен как бы соответствовать определенным размерам. И, да... Чем худее, тем больше вероятность того, что его можно переодеть девочкой. Ага, да, потому что только более худощавый парень нормально смотрится, в общем-то, в женской одежде. Но у них, по-моему, всегда лолита комплекс. Вот только такой худощавый ребенок может соответствовать этим параметрам лолита. Либо можно переодеть девочкой, либо он такой типа а-ля не туда и не сюда, и вроде и там, и сям, и везде. И вот таких вот набирают. А чтобы такой был, соответственно, он должен быть худым. Плюс, естественно, если он худой, типа, можно заделать его даже, если ему будет все 30, а под студента школы. Вот сложилось такое яростное впечатление, что они там все такие худые, блин, все такие какие-то дохлики вообще спортом не занимаются, никак вообще. Я вас расстрою, дорогие мои, у них уже давно, лет так 15 уже привито, ты должен быть спортивным, упитанным, и все должно быть замечательно. Заметьте, не толстенький, упитанный. Просто вот основное население, это вот девочки, вы будете смеяться, но они не хуже корейцев. Они уже давно не слащавые, худощавые дрищи, о которых нам постоянно в драмах показывают. Да, теперь поговорим о девушках, которые, слава богу, изменились в лучшую сторону. Если раньше девочка была больше из разряда выделить мальчиков на фоне этой девочки, да, то теперь в обратную сторону, видимо, попытались, хотя красотой все опять-таки не блещут. Все-таки у них больше превалирует именно комедийная все-таки толика сейчас, но вот драматическая, любовная, к сожалению, пропала. Но девчонки хотя бы симпатичные. Это приятно, это вот очень радует. Но основная масса, что мы имеем, это постоянно спотыкающиеся на всем, что только можно и нельзя, и выворачивающие свои ноги, руки, выпускающие из рук девушки. То есть мега-супер неуклюжая принцесса, которая завоевывает каким-то образом сердце, которая на самом деле вообще не милая, но она становится милой, потому что, ну, все-таки не лукисты у нас, слава богу, японцы, и они не сильно так заостряют внимание именно на внешность, если сравнить с тем же Китаем или Кореей. То есть там не такие типа красивые люди, потому что в первую очередь, о чем они думают, это о содержимом, которое тоже иногда теперь
очень сильно страдает. Дальше у нас идет, естественно, такой мега-супер бандито, просто гангстерито, в которого влюбляется какая-то такая напуганная, не напуганная, вся такая милая, белая и пушистая. Вот, либо наоборот, она гангстерита, и он такой белый, пушистый. Он является, скажем так, доминантом, либо она, и они между собой что-то делают. Развивают свои любовные отношения. И это никак не изменилось. Постоянные полеты, постоянное спасение. В полете это несчастный, либо несчастного. Попытка схватить улетающий предмет, как настоящий ниндзюк, просто используя всевозможные ниндзя штучки-дрючки, да, то есть вот она там выранивает в какую-то непонятную сторону стакан, который вот он падает из-за того, что она просто споткнула ногой, и ты бы просто как бы, ты пропрыгал бы на месте со стаканом, там разлил бы все это, конечно, но стакан бы у тебя остался в руках вместе с блюдцем, но она почему-то это выпускает в космос и потом еще пытается его поймать, этот стакан, да, с блюдцем ловит еще кто-то, и они, конечно же, встречаются лбами. Классика жанра, в общем-то, любой японской фигни, когда вот что-то где-то летит в непонятном направлении, почему-то даже против вообще всех законов физики, да, и, мы все уже так привыкли, ну и, конечно, самое прикольное, да, это когда они пытаются подстелиться под падающего. Это вообще отдельная, конечно, песня. Ну и, конечно, панцушоты. Ой. Я ничего не видел! Да, я не видел, что они в полосочку. Получается, что как бы вообще ничего не поменялось за это время. Постоянно спотыкающиеся поцелуи, падающие поцелуи. Это поцелуи спасем жизни. Что у них начинаются вот эти прикосновения из непонятно откуда, непонятно куда, когда они хватаются за один предмет и начинают: о божечки ты мои, не соприкасайся. Ну или потом там фапают на эту несчастную руку, потому что, только в Японии реально народ фапает от того, что он случайно прикоснулся даже к подолу одежды. Или кончику волос. Вот этот наивняк от прикосновений, от столкновений, от случайного «я увидел тебя, ты меня, наши взгляды встретились», такие божечки, как все было, кошмар. Даже при условии современного мира, где они уже давно тусуются, выпивают, у них там есть специальные бары даже для этого, и там чуть ли не половина, чуть ли не гяру, так называемый, когда у них, знаете, вот тут такой пудель, значит, вот, и они такие красивые, ногти такие прям, что невозможно даже печатать на клавиатуре, я не знаю, как они там набирают это все на телефоне. А вот в драме они это немножечко опускают на уровень, что вот гяру это типа такие все еще бандитки. И он влюбляется, они влюбляются, вот эти вот какие-то все еще наивные: я случайно присел на тебя, извини, дорогая, либо я случайно присела на тебя, извини, дорогой, вот там мой платочек упал и так далее. В какой-то степени привыкли к этому наивнику, который мы, естественно, ждем, но они не поднимают это на новый уровень, делаешь абсолютно отходящую от анимешности драму, которая все-таки написана по большей части на основе жизни, например, да, или на каком-то рассказе, который явно никак не связан ни с их комедийностью, ни с их образом жизни в плане анимешника, которых они, кстати, не любят. Реально очень странно смотрится, и мы явно не смотрим из-за этого, в принципе, драму, потому что там идет недоигранность чувств, которые хотя бы в плане лакорнов или каких-то версий из аниме-манги, они там хотя бы, знаете, прям как будто на стекла тебе мед намазали, и ты можешь из-за этого смотреть. То в драме это иногда пропадает, этого просто нет. И тебе этого не хватает, потому что если раньше это еще было, вот это, знаете, наивная какая-то электрическая волна, когда они сталкиваются, падают друг на друга, там совершенно случайно. Типа, я ничего не видела, или он там ее видел, голый, я ничего не видел, но при этом видно, как они вот прям, Но единственное, наверное, что еще пока работает более-менее нормально в Японии, это кабидоны. Это когда девочку к стене прибалабахивают. Вот эти дыщ, дыщ, и вот эти опять дыщ, и тебя так, типа, куда ты пошла, детка? И вот ты надеешься, ты ждешь, но ничего не изменится на самом деле, поэтому если ты со мной согласен по факту неуклюжести главного героя, либо главной героини, ставь пальчик вверх, оставляй свои брюзжания. Если ты также уже устал от этих невероятных стечений обстоятельств для поцелуя, обнимашек, столкновений, троганий друг друга, и уж тем более видения ее панцу, потому что, он так упал, прям так упал, и четко прям где панцу. Это классика, которую надо уважать, любить, но и нельзя ее запарывать, нельзя. И я сколько раз замечаю, что все равно старички иногда показывают свое место молодым. Вроде бы они делают что-то новое, но оно словно без души. И появляется, скажем так, старый сценарист, художник и так далее, и он обратно возвращает эту душу, которая просто потерялась в потоке нового поколения, которые до такой степени на технологии были повернуты, что они реально упустили
упустили этот момент даже с актерами. У них самая главная фишка это то, что они потеряли эти чувства в ходе вот этого вот, скажем так, интеграции, девелопмента и всего остального. То есть до такой степени народ уже сам весь в себе, что они забыли, как вот это делать. Я думаю, вы тоже поймали японцев на том, что у них закончились идеи, и они стали... Да, правильно, они стали экранизировать всевозможные старые аниме и манги, игры там. Ну а на этом все. Ставим пальчики вверх, подписываемся на мой мультикультурный канал, который разговаривает не только на русском, но и на корейском. И кто знает, когда я заговорю на другом-то язычке. Советуем друзьям, шарим с друзьями эту тематику, чтобы мы вместе посидели в комментариях, побрюзжали все то, что я упустила. До новых встреч и пока-пока. Именно в тот самый момент, когда тебя поперло, садится батарейка, да? Да, вот ты со мной тоже согласна, я понял, да.